Здорово, криптовалютчики! Всех поздравляю с Bitcoin Pizza Day. Я надеюсь, вы сегодня свою пиццу съели. Я уже свою пиццу сегодня скушал в честь Bitcoin Pizza Day. И биткоин пробил этаж, он уже 1,11 тысяч долларов. 111 тысяч долларов стоит один биткоин. А тот чувак, который покупал пиццу за 10 тысяч биткоинов, он тогда, получается, все эти 10 тысяч битков стоили 41 доллар. Сейчас это было бы более 1,1 миллиарда долларов. То есть чувак купил буквально пиццу за 1,1 миллиарда долларов. Поэтому он называется Bitcoin Pizza Day. Первый раз, когда чувак оплатил пиццу битком. Вот так вот, наверное, его сейчас душит фома лютейшим образом. И надеюсь, что у вас такого нету фома, потому что биток опять на хаях, бьет хаи. В прошлом видосе я говорил, что я не сомневаюсь, что он пробьет эту вот зону. И мы вернемся, пробьет, этот канал и выйдет выше этаж. Опять же, в прошлом видосе можете перейти, посмотреть, там всего лишь 50 просмотров, почему-то видос не зашел, очень странно. Вот, и да, биткоин бьет этаж, вероятнее всего мы полетим дальше, то есть пока что нет никаких факторов, которые говорят о том, что сейчас будет коррекция, но опять же, это все будет очень резко. Допустим, как тут было, да, мы пробили этаж, и этой же свечкой день закрылся вот внизу. То есть мы пробили и буквально за день опять же откатились. Вот сейчас очень уверенно биткоин идет, то есть показывает силу. Нет такого, знаете, там давления со стороны продаж, нет никаких откатов. Просто постепенно, потихоньку растем. И если день закроется выше там 110 тысяч долларов, это будет очень бычий знак. Очень бычий знак, потому что мы закроемся выше прошлого этаж. И это будет говорить о том, что тренд продолжается. Где у нас пик может быть пока что, ребят? Мы даже не в фазе эйфории. Давайте перейдем на Google запросы и посмотрим, что происходит сейчас. Посмотрите, это Google запросы. Вот это был 2020-2021 год, то есть переходный возраст, переход в бычку, здесь вот была бычка, посмотрите, биток, просто все гуглили, что такое биткоин, как купить, что это такое, прямо сейчас, биткоин, посмотрите, где мы находимся, то есть вы, понимаете, биткоин сейчас пробил ATH, он стоит 111 тысяч долларов, он никогда раньше столько не стоил, и сейчас поисковой запрос 26. Тогда, когда биткоин там стоил 69, был поисковой запрос там сотка, да, сейчас 26, то есть эйфории нету, не приходит массово народ в рынок. И пока что такого не произошло, то есть мы не можем, бычка не может закончиться, потому что не в кого выходить, нету людей, не приходит новый капитал. Когда придет новый капитал, когда будут люди, у которых крупный капитал сможет обкэшиться, тогда и бычка начнет постепенно заканчиваться, потому что распределение оно проходит не в один день. Давайте даже посмотрим прошлые пики, посмотрим, сколько там распределения шло. Даже если брать с учетом коррекции, вот этой вот, которая здесь была медвежья, точнее, ловушка, и посмотрим, сколько это дней длилось. Допустим, вот отсюда, да. В принципе, да, уже биток под 50. Давайте, ладно, отсюда посмотрим. На это понадобилось 244 дня. Прикиньте, 244 дня было распределение. Даже если брать по хаям, здесь вот, когда мы хаев достигли, тут у нас сколько было? Здесь 30 дней, но в целом берем вот эту вот зону распределения, она длилась 244 дня. Сейчас, сколько мы длимся, давайте посмотрим. То есть был первый пик, тоже возьмем где-то отсюда. То есть если будет 244 дня, давайте примерно прикинем, это будет где-то здесь. Август 2025 года. То есть примерно здесь может быть пик по BTC. И потом дальше постепенно снижение и медвежка такая вот. Это опять же, это примерно если смотреть с прошлыми циклами. Опять же, все очень может сильно измениться. Мы находимся бычьи факторы, которые нас преследуют сейчас, они тоже очень сильно изменились. Политика Трампа положительно насчет крипты, то есть там принимаются законы криптовалютные, ФРС за криптовалюту, хотя раньше был этот Гэри Генслер, который постоянно душил проекты, сейчас наоборот там развитие идет, принимаются резервы. То есть сейчас очень много бычьих факторов, страны, фонды, все покупают. И поэтому ETF уже принят, то есть биткоин торгуется на бирже. Поэтому сейчас очень много бычьих факторов. И куда это все нас приведет? Будет очень интересно посмотреть на это все. Я как раз таки покупал недавно биткоин по 103 тысячи долларов. И я очень рад, что я успел купить до этого роста. И в целом, я, в принципе, покупаю свой биткоин на долгосрок. Меня не интересует там выйти в кэш, потому что деньги обесцениваются. И, смысл мне держать доллары, я лучше буду держать активы, биткоина. Потому что люди, они вот хотят заработать побыстрее. И мне интересна там доходность постоянно. Им нужно побыстрее эйфорию вот эту поймать. Как ты так быстро зарабатываешь, так ты быстро потеряешь. Так всегда происходит. Те, кто быстро зарабатывают, они потом все теряют, даже если там еще и ниже опускаются, еще в долги заходят. Вот, поэтому на рынке работает стратегия неспешно, потихоньку накапливать и зарабатывать с годами. Те, кто хотят заработать быстро, они, соответственно, теряют. И люди еще не готовы ждать. При этом очень странно, люди готовы десятилетиями работать на работе за копейки, но они не готовы купить биткоин, подождать 5 лет и стать богатыми. Они говорят, 5 лет это долго, я не могу ждать 5 лет, чтобы стать богатым. Я лучше пойду на работу, поработаю все свои там 50-60 лет и на пенсию уйду. Вот это выбор. Класс. Ну, да, каждый выбирает сам, но я делюсь своим мнением, что,
очень странно, что люди не хотят становиться богатыми, когда, ну, по статистике, ну, купи ты биткоин, держи, все. Ну, все, тебе больше ничего не надо. Ты богат, у тебя есть биткоин. Но люди почему-то ищут какие-то подвохи, ищут как побыстрее заработать, ну, поэтому они остаются и бедными. Это такие вот у меня мысли на сегодня по эфирчику. Эфирчик нас тоже стремится пробить зону сопротивления, вот эту вот. Тут у нас получается не ордер блок, имбаланс и ордер блок, да, еще ордер блок. Они нам пока нас сдерживают. Ну, если мы подходим сюда, то очень большая вероятность пробития и полет эфир на $3000. Вот здесь вот у нас будет еще остановочка на 3200, потому что здесь ордер блок такой мощный. Вот, но в целом тут имбаланс, то есть мы перекроем его скорее всего. И что-то вот такое будет по эфирчику. Давайте нарисуем. Берем стрелочку. Я ожидаю какой-то, возможно, не сейчас, может быть откат, потом только пробой. Но в любом случае, если мы пробиваем, то что-то такое мы видим. Оп, тут упираемся, какое-то время тут проторгуемся, туда-сюда боковики, дальше на покорение новых вершин. Ну, как новых, старых, но относительно того, где мы были, новых. Поэтому эфирчик я очень верю, я прям очень буллиш, у меня в основном токены на эфире. Сегодня я давал сделочки, кстати, в свой телеграм-канал. Давал сделочка по токену EtherFi, вот он, на пробой. Пока что мы полноценно не вышли, но профит успел я забрать. Вот эта сделочка, я писал публично, говорю, вот, чую пробой. Пробой маленький произошел, можно было забрать профит. По LDO давал сделку, по ONDO давал сделку, по IO давал сделку. Поэтому подписывайтесь на мой телеграм-канал, бесплатно топовая информация. Даже сигналы иногда даю, такие, типа, которые можно присмотреться. Опять же, это не финансовая рекомендация, там можно присмотреться. Также публикую новости, поэтому тоже смотрите полезную информацию. Вся находится в телеграм-канале, ссылочка на него в описании. Обязательно подписывайтесь. Еще есть такой китяра, который лонговал на 1 миллиард. $1 миллиард лонговал биток, ну просто crazy чел. И он забрал профит, у него была точка ликвидации на 103, и до ликвидации не дошло, и он забрал профит. Там вообще какой-то crazy чувак. Мне почему-то сейчас не хочет открываться его аккаунт, посмотреть. Открылся, отлично. То есть можно посмотреть, у него сейчас профит $26 миллионов, нереализованный, просто какой-то дичайший зверь. У него открыт лонг по Суи, пока что в минусе, лонг по Пепе и лонг по BTC, еще у него 724 миллиона долларов лежит в лонге по битку. Он заходил по 108 700. И сейчас цена 111, соответственно. И он до сих пор держит этот лонг. Просто фандинга, посмотрите, сколько накапало. Это миллионы. 2 миллиона фандинга накапало. 6 минусового. Короче, чувак очень крейзи. Лонговать биток с 40-м плечом на такой объем. Ну, просто какой-то зверюга. Но при этом он оказался прав, и он заработал. Потому что он часть лонга закрыл, и вот Пипе у него открыт, и Суи открыт сейчас. Поэтому, если хочешь получать такую топовую информацию, обязательно подписывайся на Bendy Gang, мою группу в Телеграме. Опять же, всех еще раз, Bitcoin Pizza Day. Я уже сегодня свою пиццу скушал. Надеюсь, вы тоже сегодня пиццу покушали. Я напоминаю, что у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза. Туда вступить можно по ссылочке в описании. Там тоже делюсь мыслями по рынку. Также есть мысли с приватных сообществ других блогеров. Также там есть обучение трейдингу. Если вы прям ноль в трейдинге, можете тут обучиться. Есть чатик, где мы общаемся. Есть вкладочка образования, там публикуются полезные статьи и видеоматериалы по криптовалюте. Есть спот-трейдинг, там я делюсь мемкоинами. И вот Дэнни тоже делится мемкоинами. Ну, в основном он делится мемкоинами, потому что он торгует мемами. Он рассказывает про них, показывает, какие токены можно купить. Далее вкладочка инвестиции, там я показываю, что покупаю. Вот биточек покупал по 103, покупал, вот позиция моя. Ну, я немного покупал, не на большую сумму. Ондо покупал недавно. Короче, все здесь отображается. Мой портфель тоже тут есть в вкладочках инвестиции. Есть вкладочка сливы курсов. Тут огромная база платных курсов, которые стоят десятки тысяч долларов. Это все здесь находится. Это можно зайти и обучиться абсолютно любому курсу, любому теханализу и еще там каким-то стратегиям, волнам. Все здесь можно обучиться. Есть вкладочка DEX торговли, там можно обучиться торговать мемкоинами на дексах. Есть вкладочка сливы и мысли других людей. То есть тут даются сливы с других приватных сообществ и мысли других людей, что они думают. Поэтому очень много полезной инфы здесь в криптобазе. Те, кто хотят зарабатывать вместе с нами, вступайте. Сигналы по трейдингу там тоже, кстати, есть. Поэтому заходите. Welcome to club, buddy. Опять же, когда я записывал видос, вот здесь вот, что мы идем на 120к, мне говорили, какие 120к? Бычка закончилась. Просто зайдите, у меня есть видос, реально, там называется биткоин 120к или что-то такое. Найдите, посмотрите, почитайте, что там люди писали. Меня так жестко хересосили, что я там такой плохой, потому что медвежка, у нас там цена падает, и бычка закончилась. А теперь где цена? Где цена? Что с лицом, ребятки? Как там, нормально у вас? Сколько биткоина в кармане лежит? 0. Правильно, и не надо его покупать, потому что быть бедным — это выбор. Вот, поэтому двигаемся дальше. Я уверен, что это еще не пик.
Опять же, нельзя быть 100% уверен, но я уверен, что это не пик. Нас ждет гораздо выше значение. Куда нас закинет этот бычий рынок, будет интересно посмотреть. Мне, в принципе, все равно, опять же, я говорю, я покупаю биткоин, я его не продаю, потому что я не вижу смысла продавать его, чтобы выйти в кэш, в бумагу, которая обесценивается, которую государство печатает. Зачем? Вот альткоины, да, есть смысл спекулировать, продавать, но биткоин это актив, редкий актив, 21 миллион всего, и только 0,27% населения может владеть одним биткоином. Поэтому такой актив как бы продавать в наличку, в кэш, вот эти бумажки я не хочу. Вот альткоинами, да, можно спекулировать. Поэтому такие мысли на сегодня. Что, подписывайтесь, чтобы получать топовый контент и топовую информацию по криптовалюте. Ставьте видосик лайк, чтобы он продвигался, делитесь им с друзьями, пишите комментарии, что думаете по рынку, будет интересно мне почитать. Отзыв, обратную связь давайте. И увидимся с вами в следующих видосах. Всем пока!